NumPy — это open-source библиотека для Python, которая предоставляет общие математические числовые операции в виде прескомпилированных быстрых функций. Они объединяются в высокоуровневые пакеты и обеспечивают функционал, который может сравниться с функционалом MATLAB, платной программы, которой часто пользуются инженеры и ученые. Пакет NumPy является незаменимым помощником, потому что он существенно облегчает вычисления в формате векторов и матриц, а также позволяет на Python проводить анализ данных, заниматься машинным обучением и научными вычислениями. Многие известные пакеты используют NumPy как основной элемент своей структуры. К их числу относятся SciPy, Scientific Python, который предназначен для научных и инженерных расчетов, и Pandas, который обожают дата-сайентисты. Главной фишкой NumPy является объект array или массив. Массивы очень схожи с привычными вам списками, но у них есть дополнительные возможности, которыми очень удобно пользоваться. Самый простой способ создать массив – использовать метод NumPy-array и передать в него список. Откроем терминал, перейдем в нашу директорию со скриптами. Запустим Python и импортируем NumPy под псевдонимом NP, чтобы не тратить время на написание 5 букв. Попытаемся создать массив. Запишем его в переменную m. Итак, numpy.array, и в круглые скобки нам нужно передать список из чисел. Давайте зададим 1, 2, 3. Нажимаем Enter и выведем, что сохранилась переменную m. Это array, который состоит из 3 элементов, которые мы задали. Чтобы обратиться к конкретному элементу массива, нужно написать имя массива, а в квадратных скобках указать индекс. По нулевому индексу находится первый элемент, который равен единице. Мы также можем использовать срезы. Пока что все как у обычного списка. Существуют методы, с помощью которых мы легко можем создавать массивы, заполненные нулями, единицами или случайными числами. Нам остается только передавать им количество элементов, которые необходимо сгенерировать. Вызовем метод zeros, ones, а затем random, а в скобках укажем желаемую длину, допустим 3. Сначала вызовем метод zeros. Затем ones. И, наконец, random. По умолчанию тип данных NumPy float 64, то есть число с плавающей точкой, но мы можем явно указать иной тип, используя ключевое слово dtype. Например, 64-битное целое число. NumPy int 64. Если вы не хотите заполнять array сразу после объявления какими-то осознанными значениями, можно воспользоваться методом empty. NumPy empty. И также указать желаемый размер. Конечно, массив не будет пустым в математическом смысле. Туда все равно сложатся случайные начальные значения. Отличие от random в том, что в empty значение зависит от состояния памяти компьютера. Это заметно по оказавшимся в массиве числам. В random же можно настроить диапазон чисел, распределение, биномиальное, нормальное и так далее. По умолчанию он генерит числа от 0 до 1. Кстати, метод empty работает быстрее всех вышеперечисленных методов. После создания массивов ими можно манипулировать довольно любопытными способами. Создадим два набора данных ones из 2 единиц и data из чисел 1 и 2. Как вы уже знаете, если мы попытаемся сложить два списка, то есть используем оператор плюс, то листы сконкатинируются, то есть склеятся в новый список. Если же мы превратим листы в массивы, то при сложении массивов будут складываться значения каждого ряда. То есть мы будем работать с массивами как с векторами, у которых при сложении складываются значения с одинаковыми индексами. Таким же образом мы можем вычитать, умножать и делить массивы друг на друга.
Часто требуется домножить набор значений на число. С массивами это делается элементарно. Допустим, дата содержит отсчеты АЦП. Нам нужно перевести их в вольты. Тогда умножим дата на шаг по напряжению и получим следующий результат. NumPy сам понял, что умножить на указанное число нужно каждый элемент массива. Данный механизм называется бродкастинг. Он позволяет работать с массивами разных размерностей. Получается, что использование абстракций подобного рода не требует от нас написания циклов for с ветвлениями. Это позволит нам решать задачи обработки на более высоком уровне. Пока что мы рассматривали только одномерные массивы или векторы. Но самое главное это то, что NumPy дает возможность работать с многомерными матрицами. Инициализируются матрицы также. Отличие в том, что теперь мы передаем в array список из списков. Обращение по индексам немного усложняется. Теперь в скобках нужно указать первым номер строки, а затем номер столбца, чтобы получить доступ к элементу некоторой ячейки. Срезы берутся также по двум осям. Если указать только одно измерение, например, data от 1 до 3, то срез возьмется по всем столбцам, среди строк с 1 по 2 включительно. Zeros, ones и прочие методы также работают для матриц. Но теперь нужно в качестве аргумента передавать им кортеж, в котором будут указаны размерности матрицы, которую мы создаем. Например, чтобы создать матрицу с 3 строками и 2 столбцами, нужно написать, например, NumPy zeros и передать кортеж 3,2, где 3 будет соответствовать числу строк, а 2 числу столбцов. Также создаем матрицу из единиц и пустую матрицу. Матрицы также можно поэлементно складывать, вычитать, делить и умножать при помощи арифметических операторов плюс, минус, звездочка, то есть умножить, слэш, то есть поделить. Поэлементно вычитаем, поэлементно умножаем и делим. Только не забывайте, что матрицы должны быть одного и того же размера, иначе возникнет ошибка, кроме случаев, когда одна из матриц имеет только одну строку или колонку. Тогда будут применяться принципы бродкастинга. Дело не ограничивается арифметическими операциями. Мы можем умножать матрицы по правилам линейной алгебры с помощью метода dot. На картинке представлены две матрицы. Матрица строка data и матрица 3 на 2, содержащая степени десяток. Их можно перемножать, поскольку матрицы согласованы. Число столбцов в первом сомножителе равно числу строк во втором. Визуально представить данную операцию можно следующим образом. Первая строка левой матрицы поэлементно умножается и складывается с первым столбцом правой матрицы, а затем со вторым столбцом. В итоге получается матрица 1 на 2. NumPy может произвести все вышеперечисленные операции для любого количества размерностей. Такая структура данных называется ND-array или n-мерный массив. В большинстве случаев для указания новой размерности требуется просто добавить дополнительную размерность через запятую к параметрам функции NumPy. Чтобы узнать размер матрицы, можно обратиться к трем полям. NDIM определяет количество измерений, оно равно 3. Size возвращает общее количество элементов массива, оно равно произведению элементов, которое возвращает поле Shape. Shape возвращает кортеж целых чисел, в котором указано количество элементов, хранящихся в каждом измерении массива. Теперь поговорим о нескольких полезных методах, которые могут нам пригодиться во время обработки данных. Удобно инициализировать массив с помощью аналога range. Например, если мы запишем numpy.arrange4, то создастся массив от 0 до 4 не включительно. У arrange 3 аргумента: first number или start, last number или stop и step size.
Зададим массив, у которого начальный элемент будет равен 2, последний 9, а шаг будет равен 2. Как вы видите, девятка не вошла в массив, он состоит из 4 чисел 2, 4, 6, 8, расстояние между элементами равно 2. Еще мы можем использовать функцию linspace, чтобы заполнять массив заданным количеством элементов. Мы задаем начало, пусть будет 0, конец, например, 10, и количество элементов. Пусть их будет 5. В итоге получается массив из 5 элементов, который разбился с шагом 2,5. Очень полезны функции, например, для определения максимума, минимума, суммы, среднего значения и стандартного отклонения. Например, найдем в массиве максимальное значение. Для этого запишем example.max. Максимальное число в этом массиве равно 7. Минимальное число находится как min, это 0, а сумма с помощью метода sum 84. Кому не лень, можете проверить. Если мы имеем дело с матрицей, то мы можем выбрать ось, относительно которой будут определяться эти величины. 0 соответствует столбцу, а единица строке. Тогда в строках максимальное значение это 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А в столбцах 4, 5, 6, 7. Во время работы с NumPy может потребоваться сохранить массив файл или наоборот выгрузить из файла значение в скрипт. Сделать это очень просто. Чтобы сохранить его в формате numpy filename.numpy, нужно воспользоваться методом save. numpy save. Здесь указать имя файла, filename, и через запятую сам numpy array. В папке scripts, из которой мы работаем, появился файл name.numpy. Чтобы реконструировать из файла массив, нужно вызвать метод load и указать файл name.py. Таким образом, мы можем использовать array для хранения и обработки экспериментальных данных. А еще NumPy очень пригодится нам при построении графиков с использованием Matplotlib. Мы обсудили только самые основы NumPy, то, что нам может потребоваться для обработки эксперимента. Но, конечно, возможности пакета гораздо шире. О них вы можете узнать из документации на сайте numpy.org. Теперь вы знаете, какие пакеты устанавливать, чтобы в Python заниматься научной и инженерной работой.